Привет всем! Сегодня мы рассмотрим две функции в настройках камеры. Это глубина резкости и клиппинг. Глубина резкости – это когда мы выбираем, на каком уровне, насколько далеко от камеры мы захотим выделить какой-то объект. Например, ближе или дальше от камеры, как мы видим здесь, да? Здесь у нас плита выделена достаточно четко, а дальнейшие объекты, они уже такие размытые. И как это делается? Для этого нужно выделить камеру. И при выделении камеры у нас в свойствах, в properties появится такой значок. Свойства камеры. Опускаемся в Depth of Field. Это как раз переводится дословно как глубина поля. И здесь нам обязательно надо будет поставить здесь галочку. Она не стоит по умолчанию. И здесь у нас есть два варианта настройки глубины резкости. Первое — это дистанция от камеры. Сейчас у нас выставлено 1,5 метра. Если мы поменяем, например, на 4 метра, мы видим, что у нас теперь мойка гораздо более четкая, чем более близкие предметы. Но есть и другой вариант, более точечный, более аккуратный, да? Пипеткой мы выделяем тот предмет, на котором хотим сосредоточиться. И видим, да, у нас тут даже подсвечивается, какой объект будет выделен. И, например, мы выделяем плиту. Вот здесь это подсвечивается. И вот этот выбор, он становится автоматически более приоритетным, чем выставление резкости по дистанции от камеры. И в этих настройках, например, f-stop, здесь мы выделяем, насколько будет контрастным выделение. Чем меньше цифра, тем большее размытие будет у окружающих предметов. К примеру, выставим 0.1. И можем видеть, что те дальние предметы, они прям, совсем уж размытые. Не, давайте даже выделим вот это растение выделим. Вот видим, да, что оно гораздо более четкое. У меня тут не самый мощный комп, вот, поэтому рендерится не супер быстро, конечно. Но видим, да, что там вообще мутно и размыто дальнейшие предметы. Если мы выделим, поставим f-stop где-то на уровне 4 целых, то в общем-то мы не увидим даже разницы. Вот. Это вот такой прием для выделения какого-то конкретного предмета. Глубина резкости. И сейчас мы рассмотрим еще один такой момент, как клиппинг. Для этого я сейчас хочу убрать крышу, чтобы ее не было видно. Вот. Мы видим, что камера у нас смотрит сюда. Здесь у нас стена. И, к примеру, нам нужно мы хотим снять с вот этого ракурса, чтобы вот так наша камера стояла, да? Сейчас просто продублируем камеру. Развернем ее. Вот. Тут где-нибудь выставим. И
сделаем обзор с нее. И мы видим, да, что мы просто упираемся в стену. Бывают такие ситуации, что нужен именно такой ракурс, такой всеобъемлющий, например, всю ширину, всю длину комнаты, но мы не можем выставить камеру, потому что нам мешает стена, и по каким-то причинам мы не хотим убирать стену и так далее. Что мы можем сделать? Просто мы выбираем в настройках камеры клиппинг. Сейчас, секундочку. Вот, клип старт. Клип старт. То есть камера, она начнет снимать с того расстояния, на которое выставлен клип старт. Сейчас она начинает снимать 10 сантиметров от камеры, да? И у нас расстояние, если мы посмотрим, сейчас у нас тут, мы знаем, что одна клеточка это 1 метр по умолчанию. И сейчас у нас тут примерно от основания камеры, вот этой точки, да, откуда идет съемка, до завершения стены вот здесь, ну, как минимум 3,5 метра получается, минимум 3,5 квадрата. И здесь нам нужно выставить, ну, выставим для начала, чтобы наглядно было, выставим 3,5. Мы видим, что здесь у нас в этом окне так, сейчас мы опять выставим камеру. Видим, что у нас ничего не поменялось. Мы также упираемся в стену. Но если мы выставим где-то уже 3,8 метра, мы видим, что что-то начало прорисовываться. Выставим 3,9. Вот. И мы видим уже сквозь стену. Камера начинает снимать за стеной. Можем даже сделать, может быть, 3,85. Вот. И вот так мы можем ставить камеру смело за стеной, выставлять клиппинг и снимать за стеной все, что нам нужно.